В них есть что-то такое, что трудно выразить словами. Ким Тэхён и Чон Чингук – два имени, которые, будучи соединенными вместе, становятся больше, чем просто айдольской парой. Они – гармония, рожденная между светом и тенью, между искренним смехом и взглядами, которые несут в себе тысячу смыслов. С первого дня, как они стояли на одной сцене, мир, казалось, остановился на мгновение. Было тепло, которое невозможно скрыть, связь, не требующая объяснений. Они росли вместе, менялись вместе и стали друг для друга домом, когда мир казался слишком шумным. Для некоторых Тэхён был просто совпадением, двумя близкими товарищами по группе. Но для тех, кто действительно обращал внимание, каждый взгляд, каждая улыбка, каждый их шаг рассказывали историю, которая была гораздо глубже, чем просто дружба. В последние месяцы становится все более очевидным, что Тэхён больше не чувствует необходимости скрывать свою близость или отношения с Чингуком. Хотя он часто делает это неявно, через действия или посты, которые заметят лишь самые проницательные фанаты, очевидно, что его привязанность к Чингуку остается непоколебимой. Примечательно, что, несмотря на то, что его действия и слова совершенно очевидны, некоторые люди все равно предпочитают сосредотачиваться на надуманных интерпретациях или выдуманных слухах, которые отвлекают от того, что очевидно. Самый недавний пример – фотография Тэхёна в социальных сетях, где он сидит перед своей тарелкой с фирменным огнем перед собой. Это, казалось бы, простое изображение стало источником домыслов, поскольку некоторые пользователи стали утверждать, что рядом с ним стоит конкретный человек, исключительно из-за сходства кожаных курток, которые даже не были идентичными. Позже было доказано, что куртка принадлежала сотруднику, который сопровождал Тэхёна в тот момент. Однако это не помешало некоторым СМИ и фанатам продолжать распространять ложные теории, пытаясь связать его с кем-то, с кем у него нет никакой реальной связи. Интересно, что те, кто цепляется за эти теории, часто игнорируют конкретные доказательства, которые ясно демонстрируют близость между Тэхёном и Чингуком. В то время как беспочвенные слухи продолжают распространяться, Тэхён остается открытым в том, что он действительно хочет показать свою признательность Чингуку и особое место, которое тот занимает в его жизни. Например, во время его пребывания в Париже Тэхёна постоянно преследовали камеры, фотографы и фанаты. Однако он не проявлял никакого интереса или взаимодействия с людьми, которых связывали с ним слухи. Вместо этого, во многих случаях позже он возвращался к четким признакам своих отношений с Чингуком, либо упоминая его напрямую, либо делясь мелкими вещами, которые его касались. Когда Тэхён говорил о Чингуке, он делал это без фильтра и не боялся высказать это любому, кто был неравнодушен. Это был простой, но сильный способ показать, что ему не нужно скрывать, кто действительно важен для него. Самым поразительным из всего был тот факт, что в то время как некоторые люди пошли бы на многое, чтобы создать ложные истории из простого совпадения, Тэхён последовательно демонстрировал, что его отношения с Чингуком не нуждались в слухах для подтверждения. Никакое количество искусственного интеллекта или редактирования не могло сравниться с тем, что они показывали в реальной жизни: совместные прогулки, совместные прямые трансляции, многозначительные взгляды и то, как Тэхён упоминал Чингука в важных контекстах. Все это были естественные и искренние жесты, отражающие связь, которую нельзя подделать. В то время как другие пытались совмещать несвязанные фотографии или создавать вымышленные истории, Тэхён и Чингук продолжали проводить время вместе подлинным образом. Они делают это не для того, чтобы что-то доказать, а потому, что они действительно являются частью жизни друг друга. Эта естественность делает их отношения такими особенными. В отличие от слухов, их близость строится не на догадках, а на видимых, последовательных фактах с течением времени. Тэхён показал, что ему неинтересно подпитывать ложные ожидания или реагировать на слухи, циркулирующие вокруг него. Он предпочитает сохранять хладнокровие, публикуя то, что хочет, демонстрируя то, что считает важным, и позволяя сторонним интерпретациям исчезнуть. Ему не нужны длинные объяснения или публичные разъяснения, поскольку его способ общения с теми, кто действительно за ним следит, гораздо более прямой и честный. В то же время Чингук сохраняет спокойное, но содержательное присутствие. Несколько раз его действия и слова совпадают с действиями и словами Тэхёна, создавая химию,
которую трудно игнорировать. Моменты, которые они разделяют, не являются совпадениями или медийными уловками. Это простые выражения связи, которая стала крепче с годами, несмотря на постоянное внимание и давление, с которыми они сталкиваются. Понятно, что некоторые могут предпочесть придерживаться сенсационной версии, поскольку слухи, как правило, оказывают более непосредственное воздействие. Однако это не меняет реальности. Тэхён никогда не скрывал своей близости с Чингуком. Вместо этого он делает это еще более очевидным своими действиями и словами. Его личность всегда отличалась честностью и постоянством в своих чувствах, и это очень заметно потому, как он обращается с тем, чем делится с публикой. Посты, ссылки, упоминания и совпадения между ними не случайны. Все это знаки, которые в совокупности формируют четкое и связанное повествование. Пока одни люди погружаются в безосновательные домыслы, другие замечают действительно важные мелочи, которые сами по себе говорят о многом лучше любых выдуманных слухов. В конечном счете, все сводится к одной простой, но неоспоримой вещи – реальности. Тэхёну не нужно ничего объяснять, доказывать или даже отрицать, каждое его действие говорит само за себя. То же самое относится и к Чингуку, который, по-своему, всегда присутствует в повседневной жизни Тэхёна, будь то небольшие моменты, подразумеваемые слова или присутствие, которые понимают только те, кто действительно внимателен. Их близость – не плод воображения фанатов или интерпретации СМИ, а отражение давних отношений, связи, которая крепнет за блеском и гламуром сцены и софитов. То, что видно на публике, лишь малая часть гораздо более глубокой и честной истории между ними. И, возможно, именно это делает их такими особенными. Они никогда не выставляют себя на показ, но всегда чувствуют себя настоящими. Среди шума слухов, толкований и сенсаций Тэхён и Чингук демонстрируют, что искренность не нуждается в признании. Она просто существует во взгляде, в единении, в молчании, которое понимает друг друга. Потому что, в конце концов, истину определяют не слова людей, а то, как два сердца понимают друг друга без необходимости объяснений. И среди всего этого шума, который пытается их заглушить, отношения Тэхёна и Чингука остаются непоколебимыми, настоящими, искренними и по-своему вечными.